Всем привет! Вы на канале Дело мастера боится. Сегодня я покажу, как заменить алюминиевую батарею отопления на биметаллическую. Старая алюминиевая батарея у меня потекла, и я на замену ей купил более современную, биметаллическую. Новая батарея имеет такую же глубину, как и старая, 8 см, и такое же количество секций. Батарея продается без заглушек, которые необходимо поставить своими руками. Старая батарея имеет вверху кран Маевского и снизу краны подключения к обратной и основной подаче горячей воды. В первую очередь необходимо отключить старую батарею от системы водоснабжения и открутить ее от всех гаек с обереканками. Краны я уже позакрывал. Если у вас их нет, то придется перекрывать всю систему отопления для того, чтобы не было давления горячей воды. Поставим снизу батареи емкость пустую большую и обложим тряпками, чтобы не было разлива воды. Теперь необходимо открутить нижнюю американку гайку и слить воду из батареи. Вода в батарее оказалась ржавой, но это не критично, потому что даже в алюминиевых батареях ржавеют металлические ниппеля. Новая батарея сделана фирмой Aquavita, имеет гарантийный срок эксплуатации 10 лет. И имеет небольшую инструкцию, которая говорит, что на батарею садиться нельзя, подключать кран Маевского только выходом снизу. Есть схема подключения, возможные варианты. Теперь необходимо со старой алюминиевой батареи снять заглушки. Они у алюминиевых и биметаллических батарей одинаковые. Они имеют правостороннюю и левостороннюю резьбу. С левой стороны резьба правосторонняя, с правой стороны резьба левосторонняя. Следовательно, с правой стороны батареи откручиваем заглушку против часовой стрелки, а с левой стороны по часовой. Мастера, которые монтировали эту батарею, не пользовались специальными прокладками, а подмотали обычную фум-ленту, но батарея не текла. Здесь уже стоит силиконовая надежная прокладка. С левой стороны батареи откручиваем заглушки по часовой стрелке. Здесь подмотана фум-лента, поэтому заглушка откручивалась туго. Теперь необходимо убрать старую фум-ленту заглушки, для того, чтобы она не давала протечку. Прокладки для заглушек выполнены из паранита и имеют толщину 1 мм, что больше на полмиллиметра, чем межсекционные прокладки. Стандартные заводские межсекционные прокладки имеют паранитовый состав и толщину в полмиллиметра. И прикручиваем на новые секции батареи, так же, как и было на старых батареях. Для того, чтобы краска на заглушках не царапалась, можно использовать бумажные прокладки или тряпичные. Но я этого делать не буду, потому что они уже поцарапанные и хуже им не будет. И прикручиваем остальные заглушки на новую батарею. Прикручиваем новую батарею на свое место. И можно открыть краны подачи горячей воды в батарею отопления. Теперь с помощью специального ключика откручиваем кран Маевского и сливаем в емкость немного воздуха с водой. Если верхняя и нижняя часть батареи одинаковая, значит воздух полностью из нее вышел, и можно эксплуатировать систему отопления дальше. Вы были на канале Дело мастера боится.
смотрели видео о том, как своими руками заменить батарею отопления алюминиевую на биметаллическую. Пишите свои замечания и комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока!